Ребята, привет! Мы на Тайване, и это страна номер 7 в нашем кругосветном путешествии. Остров Тайвань большой и разнообразный. Для его изучения мы решили арендовать мотобайк на все 20 дней нашего здесь пребывания. Наш план — объехать его полностью по периметру, останавливаясь в самых интересных местах. И первая точка на маршруте — городок Тайчжун. После часа торгов мы наконец-то нашли ту цену, которую устраивает обе стороны. Это 350 тайваньских долларов или 700 рублей. И просят международные права, о которых мы позаботились заранее еще дома. Мы снова заселились по Workaway. В этот раз наша работа заключается в создании фото и видеоконтента для хостела. Кстати, хостел реально крут. Давайте, прежде чем мы начнем показывать все наши приключения по острову, я расскажу вам кратко, что же такое Тайвань. Тайвань, как и весь материковый Китай, входит в единую империю Цин. Япония оккупирует остров, и на 50 лет Тайвань — японская колония. Вторая мировая война. Япония терпит поражение и отдает остров обратно Китаю. В это время в Китае творится полный бардак, гражданская война, в ходе которой соперничают две мощные партии – коммунистическая во главе с Мао Цзэдуном и Гоминдан во главе с Чаном Кайши. Коммунизм победил, а Чан Кайши бежал на остров Тайвань вместе с преданной армией, золотым запасом Китая и 2 миллионами человек, образовав здесь свое государство – Китайская республика. Сейчас определение политического статуса у страны крайне сложное. Тайвань считает себя отдельным государством со своим президентом, своими законами, своей армией, в общем, всем своим, а материковый Китай считает, что Тайвань его. И точка. И как бы не хотели тайваньцы, большинство стран мира считает точно так же, не желая перечить КНР. В итоге, несмотря на то, что за 65 лет захудалый остров превратился в страну с мощной экономикой, официально это все же непризнанное государство. А теперь экспрессом по самому интересному в Тайчжуне. Идея создания радужной деревни принадлежит бывшему солдату Хуану Юнфу, решившему раскрасить дома в своем поселении, чтобы привлечь внимание граждан и спасти их от сноса. Прекрасный вдохновляющий пример, как творчеством и любовью к родному краю у человека получается сделать что-то для него значимое. Болотные угодья мы точно еще не показывали. Дело в том, что западное побережье острова, во-первых, застроено крупными городами, а во-вторых, подвержено частым отливам, что делает его непривлекательным для пляжного отдыха, но интересным для изучения прибрежной флоры и фауны. Поэтому предприимчивые тайчжунцы отстроили над илистым дном километровый променад, по которому приятно прогуляться и поразглядывать местных обитателей. А теперь вглубь острова, в уезд Наньтоу. Он единственный на Тайване без выхода к морю, зато счастливый обладатель озер, гор и чая. Мы собрали один большой рюкзак, что-то уместили в сам байк. Но сначала остановка на знаменитый тайваньский напиток Bubble Tea. Вообще, за время поездки у нас сложился свой личный топ-3. Bubble Tea – молочный холодный чай с желейными шариками из тапиоки. Онигири – этакий суши-сэндвич. И моти – сладкие рисовые шарики с начинкой из черного кунжута. Мы скинули рюкзаки и пошли было исследовать город, начав с ближайшей чайной лавки. Но неожиданно нас нашли приключения. В общем, я выбрал наконец-то чай, попросил взвесить нам по 8 грамм на пробу, чтобы завтра вернуться и купить больше. В итоге нам дали 3 пачки по грамм 300, наверное, чая бесплатно. Она отказывается брать деньги, прошло 2 минуты. Нам вручают еще подарок. Я не знаю, что нам делать, я не могу отсюда уйти, не заплатив. Еще и хозяйка чайной решила нас свозить на экскурсию в горы на своей тачке. Вот такой вот, между прочим. Молодой человек, который сидит на переднем сиденье, тоже не знаком с хозяйкой чайной лавки, но он знает английский язык и помогала ей переводить нам, и она взяла его с собой. Ребята, это просто вау. Чай из этих мест считается одним из самых лучших на планете, благодаря горной местности и идеальному климату, который позволяет листьям вырасти до больших размеров и сохранить всю сладость вкуса. Но оказалось, и это не конец. Нас привезли в огромный просто магазин совсем чайный. И сейчас мы идем смотреть машины, которые приводят чай в тот самый нам привычный вид. Мы думали уже,
решили, что едем домой, а в итоге зарулили в чайную. И сейчас нам будут проводить чайную церемонию по тайваньским правилам. Посмотрим. Подарки вообще не заканчиваются. Very good. Okay. Very good. Okay. Yeah. И шар. Ah. Это день, и какая-то новогодняя сказка. Посадили на место мастера Филиппа. На самом деле давно хотелось получить новых знаний от профи в этом деле. И вот тебе, пожалуйста, бесценный опыт. Вроде бы все закончилось. Это просто какое-то волшебство. Зашли в лавку, чтобы взять чаю, а в итоге... Надарили нам подарки, надарили нам всего. You very friendly, you very kindly people, you... Welcome to Taiwan. Сегодня мы таки добрались до главного места, ради которого приехали в Наньто. Это озеро Солнца и Луны. Оно самое большое на острове и, в принципе, одна из главных достопримечательностей Тайваня. Такое название оно получило благодаря своей причудливой форме. Север озера похож на солнце, а юг на полумесяц. Мы успели проехать лишь в сторону Солнца, заглянуть в два храма. Храм Вэньву, почитающий одновременно двух богов, покровителей гражданских и военных дел, и буддийский Сюаньцзянь. А в завершении встретить закат на пирсе. Но поистине насладиться озером совершенно с другого ракурса получилось на следующий день. Время 6 утра. Хозяева хостела нас просто так не отпустили. Сказали, что едем на озеро встречать рассвет. Если честно, мы совсем не ожидали, что будем катать на сапе. Они нам вчера говорят, у нас есть весло, давайте вместе встретим рассвет на озере. И мы такие, окей, подумали, что просто проедем на лодочке. А в итоге они имели в виду сапсерфинг. Для нас это первый опыт, и, если честно, немного стыдно. Когда-то мы катали на вейке, и надеюсь, это как-то поможет. На рыбалку в детстве. Грести лодку, нежели вейк. Это такой заряд энергии с утра. После такого драйвового утра нас еще привезли в свою пекарню. Здесь ребята стряпают хлеб и стоит просто нереально вкусный запах. Свежий хлеб. Свежий. 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 Oh, it's so hard. Окей, it's good. Свежий. 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 Ж. Oh my God. Slowly. You can say Ж. Ж. О, свежий. Свежий. Вау, хлеб. Хлеб. Свежий. Хлеб. Okay. But in the Mandarin, it's 面包. Yeah, 面包. Первый кусочек только с печки. Дай быстрее. Еще
Что хотелось бы сказать по итогу? Наньтоу – это место с очень доброй атмосферой и невероятно дружелюбными людьми. Нам бы хотелось здесь остаться еще на пару дней, но дорога зовет. Дорога до самой южной точки острова. Отрезок этот нам запомнился добытыми бананами. Сейчас кто-нибудь тебе горохом по попе пульнет. Филя. А я просто зашел сюда сфоткаться. Раз, два, три. Неудачной заправкой, после которой еще неделю рюкзак пах бензином. Первая встреча с океаном. И не имеющими булками. Все-таки 300 километров за раз это сильно. В Кандине с нами сразу произошла забавная ситуация. Мы остановились в хостеле, вот даже успели его чутка подснять. Но на утро руководство, узнав, что мы блогеры, переселили нас в отель. Со всеми атрибутами роскоши. Свой душ, накрахмаленное белье, лебедушки из полотенец и шикарный вид из номера. Ну а мы что? Мы не против. Мы быстренько сдали вещи на постирушки и отправились на самую южную точку острова, к маяку Луанби. Но странным образом карта привела нас к закрытым воротам. Солнце уже садилось, и мы не стали тратить время на поиски входа, а воспользовались старым веселым способом. Она опять хочет идти по джунглям и заставляет меня, говорит, давай, иди. Я твоя жена, ты мне обещал. Я тоже так подумал. Я просто сам захотел пойти. Не потому что она настояла, сам захотел. Ладно, я пошел просто. Сонь, серьезно там хочешь идти? А чё? Не, я пойду за тобой. Куда? Там что, тропинка есть? Ну, конечно. Пойдем через забор. Только подальше прыгай. Говорю, подальше, Сонечка, прыгни. Там листочки. Я прыгну в самый центр листвы, чтобы создать больше шума. Отличительная черта восточной части Тайваня от западной состоит в том, что она практически не заселена. Вместо крупных современных городов здесь растянулся горный хребет с дикими лесами и небольшими поселениями вдоль Тихоокеанского побережья. Тайтунь оказался очень приятным зеленым уездом. Здесь совсем нет высоток, но зато очень много стильных коттеджиков, в одном из которых сегодня переночевали и мы. Сегодня нам предстоит путь длиной 170 километров до уезда Хуалянь. По пути еще будет 3 классных локации, так что путь долг и далек. И первая локация – потрясающий парк Зелулань. Во-первых, он на самом обрыве острова, что значит с видом на океан. А во-вторых, с арт-инсталляциями тайваньских художников, что полностью выполнены из натуральных материалов и потому так идеально гармонирующие с ландшафтом местности.
Вторая – маленький священный островок Сан-Синтай, соединяющийся с большой землей арочным мостом в форме морского дракона. В идеале надо было устроить трекинг, там за скалами есть маячок, но ограничены во времени и эти виды, открывающиеся с моста, приносят неимоверное наслаждение и навсегда врезаются в память. Ребят, мы добрались до третьей локации, но, если честно, на свой страх и риск, потому что до хостела еще 70 километров, а над нами туча просто чернющая, и уже темнеет. Добираться будет очень сложно, но мы сказали, покажем 3 локации, значит, покажем. Это что за красота? Вы только посмотрите, какие горы зеленющие в тумане. Этот остров просто какой-то космос. Муж летчик тоже решил все-таки на минуточку сгонять. Мощь! Энергия бьет. Все, поедем по темноте. Естественно, нас застал дождь. Мы заехали к кому-то во двор просто наглым образом. Стоим, ждем, когда хоть маленько он спадет. А он все усиливается и усиливается. С таким просто невозможно ехать будет, потому что ничего не видно. Да, так что будем пережидать, а если нет, будем ставить палатку прямо здесь. Дом у нас если что есть. Мы наконец-то прибыли, промокли насквозь. Это самая тяжелая дорога в нашем пути. Все вещи намокли, весь портфель. Очень холодно. Вчера у нас был домашний день, так как все наши вещи, а самое главное обувь, промокли насквозь. Но мы приложили немало усилий на их сушку, и потому же сегодня направляемся в одну из главных достопримечательностей Тайваня – национальный парк Тарока. Парк Тарока – это мраморное ущелье, которое тянется почти 20 километров от моря вглубь острова. Его пронизывают тоннели и пересекают мосты, удивительные инженерные сооружения, поражающие не менее, чем отвесные скалы, густо поросшие зеленью, или же пропасти, на дне которых текут бирюзовые реки. Вот и первая точка на нашем пути. Мемориал, расположенный прямо над ручьями водопада, посвящен 212 рабочим, погибшим при строительстве этой дороги. Для каждого тайванца оно является святилищем, местом памяти и уважения предыдущему поколению. Здесь есть закрытый вход, но ушлые тайваньцы нет-нет, туда кто-нибудь да пролазит. Мы решили попробовать тоже. Но все, кто туда заходил, обратно не возвращался.
Так что мы представляем себя персонажами мультика «Унесенные призраками». Еще одно невероятное место – Ласточкин Грот. Это старая часть шоссе, ныне функционирующая только как пешая тропа, если, конечно, не закрыта на ремонт, как в нашем случае. Сотни выбоин в скалах стали естественным местом гнездования ласточек, отсюда, собственно, и название грота. А этот тоннель захотелось выделить отдельно, слишком уж он живописный. Финишной точкой для нас стала единственная деревня в ущелье, которую мы смогли разглядеть с возвышающегося над ней буддийского храма Сенде. Тарока мы довольно сильно промерзли, поэтому по возвращению в город занялись поиском горячего супа. На Тайване очень развита культура торговли уличной едой, особенно вечерней, поэтому что найтмаркеты с лабиринтами разнообразной вкусноты можно найти в каждом городе. Нашли здесь такую недорогую кафешечку, заказали по супчику с фишболами, с тофу. Выглядит очень аппетитно и, думаю, будет вкусно. Мы каким-то образом попали на праздник. Перед нами крутится белка в дыму. Возможно, он приурочен к Новому году, который через неделю. Да, в общем, мы погнали на вечеринку! Hello. You follow me. Drive. В общем, такие дела. Мы ехали по Google Maps и заехали в 10-километровый туннель, по которому, как оказалось позже, нельзя ехать на мопеде, только на машине. Конечно же, нас по выезду уже ждала полицейская тачка. Видимо, все там просматривается по камерам. Нас остановили и сопроводили в полицейский участок. Сейчас идутся переговоры, вроде бы как нам хотят выписать штраф, но мы ссылаемся на карту, как в принципе оно и есть. Первый штраф на $900. Сколько мы не пытались, не получилось. Поехали С дальше. почином не очень позитивным. Ну все, друзья, привет из самой северной части острова, из современного, молодого и густонаселенного мегаполиса, из экономической и политической столицы. Ну, в общем, из Тайбэя. У каждой столицы есть своя Красная площадь, и в Тайбэе это площадь Свободы. Здесь в своем мемориальном зале с улыбкой восседает дедушка Чан Кайши, первый президент Китайской Республики. Помните такого? Мы рассказывали в начале ролика. В знак уважения президенту вот уже 40 лет здесь каждый час проводится смена почетного караула. Занимательное зрелище.
Ну и в завершении дня мы приехали встречать закат с видом на весь город. Ну все, друзья, мы это сделали. Мы обогнули остров и вернулись в первоначальную точку, с которой, в принципе, все началось. И где преданно нас ждал наш второй рюкзак. И где нам предстоит попрощаться с нашим железным другом, на котором, если верить спидометру, мы проехали 1600 километров. Надеемся, что нам получилось за этот выпуск хоть на долю передать все разнообразие острова Тайвань. Это была невероятная поездка, превзошедшая все наши ожидания.